Всем привет! Вы на канале Татьяна Мертвоглу турецкие узоры. Сегодня на повестке дня у нас вот такие тапочки. Как я их назвала, влюбленные букашки. Они связаны полностью тунисским вязанием. Верхняя часть тунисом и нижняя часть это не подошва из двух половинок. Вот здесь идет соединение у нас. Вот такие тапочки. Значит, что нам нужно? У меня 3 цвета ниточек. Черный, белый, красный. 230 грамм, 230 метров в 100 граммах. Вот такие ниточки. У кого нет тунисского крючка, можно найти вот такой просто. Смотрите, какой крючок я нашла. 2,5 номер. Вот просто вот такой крючочек, 15 сантиметров. Им удобно, он не длинный. Или же вот такой, 18 сантиметров, 18-20, вот так вот. Значит, букашки я вязала по вот такой схеме. Я ее сейчас еще раз вам вставлю. Ну что, начнем? Начнем. Так, что я сделала? Я набрала цепочку из 15 петель, как всегда. Цепочка из 15 петель. Эти тапочки тоже получились у меня стандартный 37-38 размер. Размер у нас где меняется? Кому меньше, кому больше. Вот эту часть провязываем или длиннее, или короче. Ну, конечно, если нога сильно узкая или сильно широкая, тогда петелек или парочку больше, или парочку меньше. Поехали. Так, тапочек сюда. 15, цепочку из 15 петель набрали. Значит, первые 15 петель мы набрали. Провязываем первый ряд без накидов. Раз, два. Вводим крючок под дужку, захватываем ниточку, вытащили, петелька готова. Провязываем до конца и возвращаемся на начало ряда. Во втором ряду будем делать прибавки накидами. Вот последнюю петельку вытащили, захватила и протянула через 2. Захватила ниточку и протянула через 2. Так, второй ряд. Первую петельку провязали. Дальше делаем накид на себя. И дальше вяжем как обычно. Также сделаем один накид в конце, не довязывая 2 петель в конце вязания. Смотрите, у нас осталось последняя и предпоследняя. Перед ними накид на себя. Одну петельку провязали. Последнюю берем вводим крючок
под крайнюю петлю, под 2 дужки, вытащили ниточку, захватили нить и проводим через крайние 2 петли. Все. Дальше провели также через петельку и через накид. Накиды получаются почти невидимыми. И поехали до конца, в начало ряда. 2. Вот смотрите, накид провязали. Дырочек не остается. Так, это у нас второй ряд. Узор у нас будет начинаться с 6-го ряда. 25 петель в 6-м ряду вместе с накидами. И мы начнем вводить узор. Теперь это 1-й, 2-й, 3-й ряд. Опять же вяжем все ряды до 6-го ряда до узора с накидами. 1-ю сняли, 2-ю провязали, накид на себя. Вот он наш накид с предыдущего ряда. Не забываем его тоже провязывать. И так до конца. В конце делаем опять накид. Добавляем 1 петельку. По одному накиду с каждой стороны. Таким методом мы будем расширять мысок тапочка. Забыла сказать. Тапочек начинаем вязать с мыска. Может быть, непонятно откуда начало вязания. Я практически все тапочки вяжу с мыска. Накид провязали. Сделали новый накид на себя. Предпоследнюю петельку провязали. Где она? Вот она. Последнюю петельку за 2 дужки. Ввели крючок, захватили, вытащили ниточку, захватили через крайние 2 петельки. Вот, все. И дальше через 2 петельки возвращаемся в начало ряда. Так провяжем до 6-го ряда. С 6-го ряда начнем вязать наших букашек. Ладно, не буду их обзывать. Божьи коровочки маленькие такие. Довязываем до конца. Значит, я провязала 5 рядов. Сейчас мы будем вязать 6-й ряд. 25 петель вместе с накидом у нас будет 6-й ряд. И начнем вводить узор. Так, 1-ю снятая. 1-ю провязали. Накид. Провяжем 4 петли белым цветом. 4 петли вместе с накидом. Четыре петли провязали. Забываю про этот цвет. Дальше что мы делаем? Подключаем красный цвет. 4 петли белым, 3 петельки провяжем красным. Раз, два, 3. Это будет 1-я букашка. Дальше расстояние между 2 жучками мы провяжем белым цветом. Это будет 11 петель. Здесь протяжечка маленькая, поэтому пока я 2-й клубочек белый не включаю в работу. Провязываем средние 11 петель. Или, да, 11 петель средним. Раз, средние. 2, 3, 4, 5,
6, 7, 8, 9, 10, 11. Теперь опять 3 петельки красным. Раз, два, три. И последние 4 белым. Провязали накид с предыдущего ряда. Сделали новый накид. Последняя петелька. Ввели крючок под 2 дужки, захватили нить, вытащили, захватили и возвращаемся на начало ряда. Белый над белым, красный над красным. Довязали мы наш ряд. Следующий 7 ряд с накидами будет 27 петель. Первую провязали, накид, 3 белых. Теперь что мы делаем? Теперь дальше идем по схеме. Значит, дальше все вяжем по схеме. Добавляем 2 красных, сюда 2 белых. Я вяжу из 3 маленьких белых клубочков. Посередине я, чтобы не делать белые протяжки, ввожу отдельную белую нить. 3 белых провязали. Продолжаем узор по схеме. 2 красных. Нет, не 2 красных, пардон, извините. 3 белых, 3 красных. Теперь дальше 2 черных. Сначала вам покажу, а дальше будем вязать жучков сами. Тапочки эти несложные. 2 черных. 1 красная по схеме у нас идет. Вот, 1 красная. Дальше, что у нас идет? 9 белых петель между 2 жучками. Я ввожу новую ниточку. Провязали 9 петель белым. Теперь опять подсоединяем красную ниточку. 1 красный. Дальше 2 петельки черным. Две петельки черным. Перебросим белую ниточку. Я сейчас не буду подсоединять новую.
Потом подсоединю. Красным 3 петельки последних. Здесь я перебрасываю белую ниточку. 1, 2, 3 петельки красным, накид на себя и последние 2 петельки провязываем. Получилось у нас последних белым 3 петли вместе с накидом. Вот смотрите, так вот начало вот такое вот положено. Теперь возвращаемся обратно. Что-то тут вот. Поэтому нужно накручивать вот так петлю, чтобы она была, ой, нитку, чтобы она была в натяжении. Тогда протягивать намного легче. Здесь краешек, петелек немного. Вот. Итак, по рисунку мы вяжем до начала ряда. Теперь, что я вам хотела сказать. Значит, мы довяжем сейчас нашу схему до последнего сердечка. Это у нас 7 ряд, 27 петель. 9 ряд мы провяжем без накида. 10 ряд мы тоже провяжем без накида. Последний накид мы сделаем в 11 ряду. У нас будет всего передняя сторона 31 петля. Высоту провяжем наш узор всего мысочек высоту у меня 30 рядов получился. Провяжем вот до этого сердечка. До этого сердечка провяжем. Я вам покажу, как я делала усики. Здесь очень легко провязать этих букашек. По-моему, подробно разжевывать нечего. И сейчас я к вам вернусь. Вяжем сейчас букашек. Всего на спице будет 31 петля. Так, вот схему можете переснять. Значит, провязали мы свой узорчик. У меня получилось 30 рядов. Если вам будет мелкий этот мысочек, можете еще парочку рядов провязать белым. Теперь, что я дальше делаю? Букашком вот так вот ниточкой провяжем, как протянем, прошьем. Смотрите, вот у меня осталась нитка, я ее не обрезала. Иголочку. И вот все очень просто. Вытащили ее, эту ниточку, обратно на лицо. Вытащили. Теперь вот так вот. Одна рожка. Дальше. И по схеме вышиваем усики, антенны. Что тут у нас еще было? Полосочка посреди туловища. Вот на голове вот это вот есть. Головку обозначим, как это сказать. Вот так вот, смотрите. Вот так ниточку протянем. И вот сюда. Все, не обрезая нити, все одной нитью. Вот, подчеркнем. Теперь вышьем сейчас букашек наших, дошьем, закончим их, чтобы они были похожи на что-то. И начнем вязать боковушки.
петелька в петельку. Ну, вот так вот. И дальше куда мы идем? Дальше мы идем по схеме, что мы им еще провяжем. Вот полосочка так идет, так и так. Посреди спинки сделаем им полосочку. Сюда, сюда и сюда. Все. Сейчас начнем набирать боковушечку. Так. Вот такие букашечки у меня получились. Смотрите, я ниточкой все это дело прошила. Вот так вот. Теперь, что мы будем делать? Наберем 13 петель на боковую сторону. 5 петель оставим пустыми для разъема. И потом 13 петель с этой стороны. Я провязала 29 рядов чисто белым цветом до конца. Закрыла эту сторону, оставила 5 петель, перешла на эту сторону. А потом начнем вязать низ. Так, сколько здесь? 5 петель набрала. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Что ж такое? 11, 12, 13. Давай, вылазь. Ну, 13 набрала. Раз, два, три, 4, 5, 6. 13. 5 петель средних оставим не провязанные. Потом будем вязать вторую половину. Теперь я вяжу без добавок, без прибавок 29 рядов. Если кто-то хочет, чтобы у вас был выше задник, здесь в конце сантиметра 2 до окончания боковушки можно с краю добавить по одной, по 2 петли. Соответственно, тогда у вас боковая сторона уйдет вот так вот вверх, увеличится задник. Но я думаю, здесь достаточно петель, поэтому, как по мне, не стоит, но у каждого разный размер, особенности подошвы ноги, поэтому кто-то любит высокий задник, кому-то и мелкий нормально. Что-то вот. Так, вяжем. Вяжем 29 рядов, закроем их и начнем вязать вторую половинку. Вот так вот, вот так поднимаем. Не бойтесь тунисского крючка, кто еще его в руках. Обычный крючок, просто подъем петель по-другому. Есть, кто еще не пробовал вязать. Берите крючок и вперед. Вот видите, не всегда. Бывает вот крючок, сам кончик очень острый. Вот я в этот раз купила, ну, не досмотрела, и он цепляет нитку. Поэтому нужно на это тоже обращать внимание. Вот эти вот длинные крючки, он может быть не очень удобный кому-то, что он длинный, но здесь вот он закругленный. Поэтому нюансов много. Крючки, не знаю, вяжут многие, а выбора крючков, не знаю, как в других странах, у нас не очень большой, поэтому многие сами себе делают крючки. Так, и последний. Обычный крючок обтачивается, закругляется посередине выпуклости, вставляется в шариковую ручку или в ручку под зубной щетки. Пластиковая ручка получается.
И вот обычный железный металлический крючок используют вместо тунисского крючка. Вот так вот делают. Вот, все так же самое. Протянула 2 петли, захватила и по 2 петельки возвращаемся. Так, нет, я сейчас пойду поменяю крючок. Мне этот крючок что-то не очень понравился. Здесь надо разобраться. Все, девочки, провязываем 13 петель. 13 петель. Вяжем 29 рядов. Перейдем на эту сторону. Начнем вязать вторую половинку. Так, провязали наши боковушки. Вот так вот закручиваются. Теперь закроем последний ряд. Для тех, кто не видел, покажу, как я закрываю. Ввели крючок, захватили ниточку, протянули через петельку. Все. Ввели под петлю, захватили, протянули. Таким методом я закрываю нашу половинку тапочка. Тринадцать петель. Сейчас мы их закроем и будем вязать нижнюю часть. Сильно туго не затягивайте, чтобы потом легче было набирать. Так, вот последняя. Иди сюда. Начинаем вязать нижнюю часть. Я набираю 13 петель. Взяла крючок номер 3, потому что я вяжу туго, и чтобы подошва не была сильно жесткая, я решила взять крючок номер 3. Наберу я 29 петель вместе с накидами. Ну, с помощью накидов я буду расширять нашу подошву, но обо всем по порядку. Значит так, набираем 13 петель. 4, ввели под петельку, под 2 дужки, захватили ниточку, вытащили под петельку первого ряда, под 2 дужки и вытащили новую петельку. Так до конца. 1, 2, 3, 7. 8. 9. 10. 1, 2, 3, 4, 5, 11, 12, 13. Набрали 13 петель и возвращаемся обратно. Со второго ряда начнем делать накиды, прибавки. И возвращаемся обратно. Так, эту ниточки подтянем потом все здесь. Так, подтянули. Ввели следующую петельку. Ой, немножко. Так,
Сейчас мы ее вытянем. Сейчас этот уголочек нужно затянуть на ту сторону, чтобы он колом не стоял. Так, раз, два, накид на себя, 3. И также сделаем накид в конце ряда, не довязывая 2 последних петельки, сделаем накид. И так будем вязать в каждом ряду, пока у нас на спице не будет 29 петель. Можете сделать 31, точно так же, как был у нас верх. Мы верхнюю часть вязали 31 петля. Я сделала 29. Почему? Потому что я взяла крючок 3-го номера. Поэтому я сделала 29 петель. Накид на себя, накид на себя. Одну петельку провязали. Вот последнюю, господи, ввели спицу, ввели ее сюда, захватили, протянули через первую, захватили и по 2 петельки возвращаемся обратно. Такая у нас будет широкая, сказать, подошва. Так, ввели спицу. Тянули. Так, первую мы, вот первая петля, провязали, накид на себя, накид с предыдущего ряда провязали, и опять идем до конца. В конце не забываем про накид. Так в каждом ряду делаем по 2 накида, расширяем нашу подошву. Последний ряд можете накид сделать через ряд, получится более закругленная. Так, 2 петельки осталось, а вот накид у нас чуть не прозевала его. Вот накид, накид новый на себя, одну провязали, одну подхватили, 2 вместе провязали. Все, возвращаемся обратно. Итак, с начала ряда первые 2 петельки провязали, делаем накид, также в конце. Дальше вяжем таким же методом, расширяем, пока у нас не будет 29 петель. Наберем 29 петель и идем, закрывая каждую сторону по одной петельке, довяжем вот до отсюда. Дальше будем закрывать вместе пяточку. Сейчас я сделаю последнюю прибавку. Смотрите, хотела показать, вот такой вот мысочек у нас получается, вырисовывается уже. Это задняя часть. Вот смотрите, вот петелька боковой стороны, вот они прибавочки, наши накиды, дырочек не остается. Сейчас мы сделаем последнюю прибавку и будем вязать до конца. Подтянули петельку, захватили, вытащили первую петельку,
Провязываем накид на себя. Вот он, накид из предыдущего ряда, не потеряйте его. Провязали. И так идем до следующего, до следующей половинки, до конца ряда. Я, чтобы удобнее было поворачивать, вяжу заднюю часть 2 крючками. Вот, 2-м крючком таким же номером набираю. Когда дойду до середины, тогда опять перехожу на 1 крючок. Но сейчас, чтобы было удобно на поворотах, я применяю 2 крючка. Когда нитка тоненькая, тогда может 1 крючком можно обойтись. Так, 2 петли осталось. 1, 2. Накид на себя. Провязала. Последнюю петелечку ввела спицу. Ввожу спицу в боковую, захватываю, протягиваю ниточку через 2 петли. Ниточку через 2 петельки. Все, накид я закончила. Теперь идем таким же методом, без накида, вяжем до конца. Вот смотрите, вот такой у нас уголочек получается. Довязываем до конца. Вот так все. Смотрите. Довяжем вот до этого места. Я уже говорила. Вот такой будет тапочек. Вот такой вот. Все, 10 раз показала. Вяжем. Вот мы провязали нашу тапочку. Закончили заднюю часть. Вот полностью дошли до краешков. Прошла я ряд и вернулась вот обратно сюда. Теперь что мы будем делать? Начнем вывязывать начало пяточки. Пяточка у меня 11 петель. Значит, полотно это 29 петель. С каждой стороны я оставлю по 9. И середина будет 11. Так, первая петля. Набираем, провязываем 9 петель. 1, 2. Сейчас мы ее согнем. 3, 4, 5, 6, 7,
8, 9. Это будет боковушечка. Теперь 11 петель пяточки. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Вот она, 11 петля. Мы ее не провязываем. Взяли на спицу. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9. С боковой стороны остается 9. 11 петлю и первую петлю боковой стороны, смотрите, провязываем вместе. Вот, протянули, провязали вместе. Захватываю ниточку и по 2 возвращаюсь на начало ряда. Провязываем 11 петель пяточки. Доходим до 11 петли, останавливаемся. Ой, переборщила. Так, у нас с этой стороны должно быть 9. Раз, два. Вот одну лишнюю провязала. Перелет. Разогналась сильно. Раз, два, три. 9 петель. 9 петель у нас боковушечки. 11 не провязанная. Что мы делаем? Захватываем ниточку, провязываем 11 петлю и первую с боковой стороны вместе. Вот. Еще раз покажу. Вот 9 петель у нас в боковушке. Вот она, 11. Захватываем ниточку, 11 петлю и первую петлю боковой стороны провязываем вместе. Вот так протянули. Теперь вот среднюю не провязываем. Первая, вторая, третья, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11 и петелька с боковой стороны. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8. Первый ряд у нас было 9, соответственно 8. Захватываем, провязываем их вместе. 11 петлю и первую с боковой. Возвращаемся. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 10, 11. Я в начале, сколько лет вяжу, все время петли считаю, чтобы нигде ничего не пропустить. 11 петля, она уже вырисовывается, смотрите, ее уже видно. Захватываем ниточку, протягиваем, провязываем вместе их. Подтянули, чтобы не было пустот сильно больших. Теперь 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Вот она, 11. И вот она крайняя с боковой петли. Захватили,
провязываем их вместе. Подтянули, захватила ниточку и возвращаюсь. И еще раз начало ряда покажу. Оставшиеся 5 петель провяжем сами, потом продолжим вместе. Смотрите, 11 вместе, два, 3, 4, 11 петель провязываем, 11 петлю поднимаем и провязываем вместе. Вот она уже вырисовывается, пяточка, 10, вот смотрите, 11, проводим в боковую, захватила, вместе их, захватила и возвращаюсь обратно. Вот, вот у нас вырисовывается пяточка. Теперь провяжем докуда? Вот до сюда 5 рядочков до начала нашей боковушки. Сколько у нас тут осталось? 5 рядочков, да? 5 рядочков, вяжем пяточку. Ну, дальше будет принцип тот же самый. Все, медленно идем к финишу. Вяжем. Так, я дошла до последнего ряда нашей подошвы, так сказать. Вот 11, провязываю их вместе с нашей боковой, подтянули. И что я сразу сделаю? Не возвращаюсь обратно. Теперь у нас идет вот эта боковушечка. Я, как мы вязали до этого, протяну, сразу ее закреплю, протяну вот сюда с под низу. Вот так вот вытащу ее сюда. Все, вот так я ее закрепила. Теперь будем продолжать вязать так, как мы вязали мысочек. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 петля. Вводим под 2 дужки, под 2 боковые дужки. Я протягиваю, захватываю и вот так вот делаю. И возвращаюсь на начало ряда. Подтянули. Вот, ввели под 2 дужки. Вот, ввели под 2 дужки. Что-то нитка разъединилась. Вытащила. Вот вытащила петельку. Раз.
2, 3, 4, 5. И поехали до конца. Я ничего не добавляю, не сокращаю в этот раз. Как она есть, пятка, так ее вяжу до самого верха. У кого размер будет больше и, соответственно, длиннее боковая часть, чтобы не было на бейке много петель, можете пяточку кверху по конусу сократить немножко, уменьшить, убавить петельки. Последняя 11 петля. Ввели под 2 дужки, захватили, протянули, захватили. Все. И так вяжем пяточку теперь до конца. Ой, ой, ой. Вот так вот. Подтянули. Под 2 дужки провела ниточку. Вытащила. Все, подтянули. И поехали. И так до конца. Вот, довязываем до верха. Так, провязала я последний ряд нашей пяточки и буду закрывать петли. Вот так вот. Закрою петли и начнем набирать беечку. Закончим наш тапочек. Так, вот так. В последнюю ввела сюда и протянула через все. Вот так вот. Нитку я не обрезаю. Теперь спицы номер 2, номер 2, да. Так, что у нас получилось? Вот такая вот пяточка у нас получилась. Смотрите, вот. Вот такая пяточка у нас вышла. Получились они у меня небольшие. Размер 37. Четко, я так думаю. Я их померила. Теперь, что мы делаем? Сейчас мы провяжем эту беечку. Я провязала сначала красным цветом. Вообще это в оригинале я хотела сделать белым, а внутреннюю часть сделать красным. Ну, чтобы вам было лучше видно, я решила набрать красным цветом. Значит, набираем петли. Так. Я набираю, как всегда, крючком. Сейчас тут немножечко вот это вот подтянем сюда, вытащим. Вот под каждую петельку вводим и вытягиваем. Это все подтянется, закрепится. У меня получилось 75 петель. Набираем по кругу на чулочные спицы. Так вот. На 4 спицы наберем. 5 будем вязать. Так вот вытягиваем, набираем.
Можете, если удобно, набирать сразу спицей. Я привыкла так, поэтому я набираю крючочком, не спеша. Вот так вот. Вот так. Идем вот так по кругу, набираем петли. Наберем петли красным все и первый ряд провяжем изнаночными. Так, набрала я петли. Вот так вот набрала. Первый ряд я провязала один ряд изнаночными. Следующие 5 рядов я провязала все лицевыми. У вас количество рядов может быть больше, поэтому где-то это сантиметр. Следующий ряд один я провязала белыми, один ряд белым. Теперь будем делать зубчики. Петельки я переворачиваю, когда вяжу зубчики. Хотя можно не переворачивать. 2 вместе. 1 накид. Две вместе. 1 накид. Все, и так до конца. 2 петельки провязываем вместе, 1 накид. Следующие и последующие ряды мы будем вязать все лицевыми. Потом это все дело беечку перегнем и будем ее примонтируем, привяжем. Вот так вот. Вот так она перегнется, и получится у нас вот такие беленькие зубчики. 1 накид, 2 вместе. Накид, 2 вместе. Ну, думаю, зубчики знают все, как вязать. Вот так вот. Вяжем зубчики до конца края. Следующие ряды по кругу все будем вязать лицевой. У меня 12 рядов всего. Я сильно высокую не делала в этот раз беечку. Вы смотрите по своим ниточкам. Можете сделать выше. Ну, ниже уже некуда, конечно. Где-то сантиметра 1,5, чтобы она была в высоту не больше. Накиды провязываем, не переворачиваем в следующем ряду. В общем, провязали зубчики, все следующие ряды провязываем лицевыми. Провязала вот такую высоту нашей беечки, зубчики. Теперь выворачиваем это дело наизнанку. Так, перегибаем. Эти ниточки потом все подтянем, попрячем. Все это ровненько перегибаем. Вот смотрите, зубчики здесь выходят на эту сторону. Вот так вот. Теперь с помощью крючка я это делаю. Беру первую петлю со спицы. Вот красным специально я набрала, видите, пунктирный такой рядочек. Сейчас мы каждую одну петлю со спицы, одну петлю, вот она пунктирная, подхватываем и провязываем вместе. Вот так подхватили, протянули ниточку, вот так все подтянули. Одну не провели под нижнюю дужку, сняла. Вот красненькая. Провели. Раз.
и 2. Вытащили. Сейчас я вам немножко еще покажу. А дальше довяжите сами. Так, петельку сняли. Вытащили. Тут из этой спицы плохо видно, наверное. Так ровненько все это дело разлаживаем, раскладываем. Провели ниточку, набросили на крючок, захватили, вот протянули. Все, видите? У нас здесь получится вот такая косичка будет по всему идти. Не очень это 4 спицы на столе вязать не очень удобно, поэтому скрип спиц идет. Ой. Ну что, у меня то, что думаю, то и говорю. Вот. Сразу под первым рядом проходит у нас линия, за которую мы захватываем. Вот. Захватили, протянули петельку. Вот и не вытянулась, смотрите. Протянули. Сильно не затягивайте, но и сильно свободно тоже не бросайте, потому что она будет не очень красивая тогда. Так, чтобы вся косичка получилась у нас ровненькая. Подтянули. И вытаскиваем. Все. И так идем до конца. Перегибаем нашу беечку. Захватываем первую петельку, петельку красненькую с тапочки. Вот. Они подтягиваются. Получится у нас ровная беечка.